Всем привет! Вы на подкасте о иммиграции. Сегодня с нами замечательная девушка Елена, которая сменила целых 5 стран. Узбекистан, Украина, Россия, Корея и вот сейчас находится в Канаде. И даже на этом, насколько я поняла, не останавливается. Поэтому сегодня у нас будет интересно. Привет, Елена. Привет. Твое детство прошло в Узбекистане. Какой он? Какие у тебя были, какие остались воспоминания? Какая это страна? Какие люди? Ой, Узбекистан — это очень такая солнечная страна, люди очень такие простые, добрые, очень хороший климат в плане того, что невероятно вкусные овощи, фрукты. Просто если, наверное, сейчас сравнить все страны, в которых я жила, это, наверное, самая вкусная страна. Класс, я Да, представляю. Там, наверное, хорошая земля, да? да, особенно если вы знаете, популярны эти дыня, бахча, это прям все оттуда, сухофрукты. Класс. А ты уехала оттуда с родителями, правда я понимаю? Да, мы переехали в Украину. Мгм. А почему такой выбор именно вот Украина на тот момент? Дедушка. У нас жил дедушка, и он пригласил, он уже был в возрасте, у него было уже плохо со здоровьем, и он вот пригласил папу, и мы так вот решили переехать. И как вам, вашей семье тогда было на тот момент? Это какие были годы? Я не помню, 2004 либо 2005 год это был. Мне очень понравилось. И вообще, мы в Узбекистане жили в городе, и мне родители сказали, что мы едем в село, и я так расстроилась, потому что в Узбекистане это кишлаки. И это очень далекая от цивилизации в то время была жизнь. И я очень расстроилась и не хотела. Но когда я прилетела, я была очень счастлива, потому что у нас был дом и такой огромный сад. И там, если вы живете в городе, вы должны идти на рынок и покупать порционно. А вас трое детей, и понятно, что на всех не накупишь. А тут ты выходишь в сад, просто нарываешь себе огромное количество фруктов. Но это очень классно было. Круто. А Да. долго вы прожили в Украине? А, 11 лет, наверное, я О, да. прожила. Да, ну, мне очень понравилось, потому что люди были очень приветливые. Как девочка была очень, ну, получается, была очень такая легкая адаптация. Не было вот этих всяких драк на улице, то есть ничего не было такого. Но мне вообще очень нравится то, что очень хорошо относились к разным национальностям, потому что я после школы сразу переехала в Киев, и я попала прям в такое окружение, куча национальностей, очень много студентов, такая яркая, активная жизнь. Следующая твоя остановка была, насколько я понимаю, Москва, Россия. Да. Почему такая остановка? И, насколько я помню, 1 год ты прожила, да? У меня там тетя. Я всегда хотела попробовать, потому что все, в основном выходцы с Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, и они обычно все стараются выехать в Москву. И мне казалось, что это вот прям такая страна, которая мне подойдет, потому что там очень много корейцев. Но, к сожалению, Москва для меня оказалась очень жесткой, тяжелой. Я там задержалась на год, потому что у меня было разрешение на работу, за которое я заплатила хорошие деньги, и мне нужно было просто, я уже не хотела просто терять их, и я решила остаться ровно на год, насколько у меня было разрешение на работу. А что И там? вернулась. Извини, а что тебе именно не понравилось? Насколько я знаю, это достаточно жесткий город. Ну, сейчас не обсуждая все эти политические темы, просто о Да. факте города, что это очень большой, очень загруженный город. Именно это, да, тебя? Не, мне как иностранке было тяжело, потому что, в принципе, я не сталкивалась с такой проблемой, как, снятие жилья. Я не знаю, кто, наверное, живет в Москве, они все знают, что если ты внешности азиатской, то тебе уже тяжело снять жилье. Это что, То такая есть дискриминация? да, то есть было очень тяжело снять жилье, Жесть. плюс разрешение на работу. Каждое утро я когда ехала на работу, у меня проверяли документы. То есть для меня это было очень морально тяжело, наверное. Зато у меня муж украинец, то есть он в европейской внешности, славянской, то есть для него вообще были все двери открыты. Как бы его не проверяли. И если мы рядом гуляли, то и меня, соответственно, не проверяли на документы. Это очень Блин, интересно. это неинтересно, это плохо, мне кажется. Это очень неприятно. Ну, типа, вот живя в Канаде сейчас какое-то время, ты замечаешь, что, ну, типа, блин, извините, Кан, дискриминация человека по внешности в 21 веке — это полный бред. Как можно такое вообще сделать? Ну, не знаю. Есть свои правила в каждом городе, наверное. Мне кажется, что это из-за огромного количества мигрантов. Я не знаю просто Ну, причину. Не может, могу да. Ну, сказать. типа, блин, просто чисто по-человечески, ну, представляешь, вот ты даже, не знаю, вспоминая разные истории дискриминации, начиная от М. афроамериканцев, ну, ты представляешь, хоть где-либо, что ну, как в нормальном мире, это, не знаю, для меня это прям взрыв мозга, что вот ты рассказала это.
Просто я с таким, честно, не сталкивалась. Да? Ну, типа, я же славянской это внешности, Ну даже где да. бы я ни была, у меня такой не было. Но для М. меня реально это очень удивляет. И вот если интересно, вот кто-то, зрители из России, напишите, сталкивались ли вы с дискриминацией какой-то, и, может быть, и в других странах, потому что, вот интересно, потому что я жила в Польше, и у нас тоже там была какая-то такая Да. немного, не поляк, типа, то хуже, чем другие. Но в Канаде такого нет. Ну да, Это Канада здесь всё. невозможно почти. Мне это и нравится в Канаде. Вот, то-то и Да. оно, что да. Выделили такой плюс. Окей, хорошо. Жизнь в Москве прошла, вы там пробыли год Да. и решили уезжать. Да, ну, просто мне было тогда на тот момент 22-23 года, и даже какие-то трудности, они воспринимались очень легко. Я Ага. подумала, ну ладно, такое бывает, как бы в таком возрасте ты как бы более оптимистически на все это смотришь. И мы с мужем решили, что мы должны немножко, ну, пожить, посмотреть это вообще сам город. Отдыхать было нормально, то есть, в принципе, если у тебя есть деньги, ты тратишь, ты все. В плане вот устроиться на работу, снять жилье было сложно. Но вот, как ни странно, ну, как бы я родилась в Узбекистане, и именно кто мне помог, это выходцы из Киргизстана. Свои. Огромная, да, Класс. огромная благодарность, потому что они помогали мне и жилье снимать, и я работала с ними, и так получилось, что, ну, очень хорошее отношение мне было, прям, они мне оставили такие вот теплые воспоминания. Как вам пришло решение переехать в Корею? Я кореянка этническая, и просто по закону я имею право, и Корея забирает нас в Окей. Корею. Это же, извини, Южная Да, Корея, да? да, Не Южная Северная? Корея. Ну, Южная Корея дает возможность нам по специальным там программе, как возвращение на родину. Мы как соотечественники, мы имеем право назад возвращаться в Корею и жить в Корее. Так что Мгм. так вот я уговорила мужа на год улететь в Корею, он не хотел. Но потом я еще немножко уговорила его, еще, и так мы прожили 6 лет. О, это достаточно долго. И как мужу вообще? Мужу, как ему тяжело с менталитетом, потому что корейский менталитет это такой, как идет почитание старших. И даже на работе, допустим, старший начальник, он может как бы нагрубить тебе, и ты не имеешь права ему сказать в ответ. То есть Ничего это себе. как бы странно для вообще современного человека. Но в Корее такое есть. В некоторых местах даже очень прямо они как бы пользуются этим своим правом. А мужу это все не нравилось. Хотя, в принципе, он выучил корейский язык, и отношение к нему было, он как рассказывал, неплохое. Но, наверное, он говорит, что, наверное, будет летать отдыхать, но как бы жить и работать, наверное, нет. Потому что там трудоголики, там очень много хотят работать, мало отдыхать, а он хочет как больше отдыхать и меньше работать. Твоя жизнь. Ты же, получается, не жила в Корее до этого момента, ты жила только в Узбекистане и в Да. других странах. Воспитание, традиции. Я смотрю очень много корейских фильмов. Ага. Конечно, музыка мне не очень подходит уже, но фильмы, конечно, я очень смотрела. И когда я прилетела в Корею, я прям как в фильмы попала. И я была прям в восторге, я поклонница вообще Кореи, и корейской культуры, и как кореянка, и я очень люблю Корею. Так что Класс. Блин, это очень мило, очень классно. Для меня это просто так все далеко, потому что я никогда не была в даже этих странах, понимаешь? В Узбекистан я всегда хотела поехать, и в Корею, например, но никогда не удавалось. Надеюсь, когда-нибудь получится, потому что, мне кажется, это очень интересный опыт вообще побывать. А расскажи про Северную Корею. Северная Корея. Я была прям на границе Северной Кореи, Южная и Северная Корея. Очень много беженцев из Северной Кореи. Мгм. И что рассказывают, это то, что очень тяжело с питанием, очень тяжело вообще со свободой слова. И как бы и наказания очень жестокие. У них прям такая очень тяжелая страна. И постоянно из Северной Кореи угрожает Южной Корее. Тоже это очень морально тяжело, и ты не понимаешь, почему это вообще происходит. Ага, то есть, ну, как бы даже есть возможность, вероятность какой-то войны, да, и ты живешь в таком стрессе. Да, ты всю жизнь живешь, ты, получается, знаешь, что вот на тебя свои ж корейцы нападут и захотят твоей же смерти. И странно это Это вообще. так странно. Это Да, же, ну, как бы почти это же была одна страна, насколько я да, понимаю, да, раскололась просто как ну, это прям, ну, одна страна, что да. сказать. Здесь даже ну, не скажешь, братья, как, а вот реально люди, граждане одной и той же страны. Это удивительно, странно и страшно на самом деле. При том, что страна такая манюсенькая на Ну, карте. видишь ли ты связь между Северной Кореей и Россией сейчас? Ам, я даже точно не могу сказать. Я не очень интересовалась политикой.
всю свою жизнь. И для меня вообще как бы для современного человека это совсем, ну это очень странно, что кто-то хочет войны, кто-то хочет смерти, потому что, допустим, если даже сейчас кто-то на меня на улице нападет, и защищаясь от этого человека, я даже не знаю, смогу ли я, защищаясь, убить человека. Наверное, вряд ли. Наверное, скорее всего, этот человек меня убьет, чем я его. Потому что для меня это прям, ну, несовместимые вещи. Вот что я могу только сказать насчет этого. И для меня странно, что люди убивают, люди воюют. Ну, перейдем к более каким-то позитивным вещам. Какие интересные факты или странности можешь рассказать из Кореи? Про моду могу рассказать, Давай. что странно, что в Корее нельзя носить открытое декольте и Да? показывать грудь. Так, извините, просто. Простите. Иностранцам, наверное, даже не всегда скажут замечания, но если, допустим, ты будешь в парке идти, какая-то бабушка может тебе сказать, ну, но это очень редкость, то есть это старое поколение, зато ты можешь ходить в очень коротком, то есть у тебя прям короткая-короткая юбка, под которой ты одеваешь короткие шортики, и, в принципе, ну, все равно, как бы человек же, если ты ну, как бы он увидит все твое белье там, ну, Ага. это просто, да, это интересно. Очень популярна сейчас поп-культура, драмы эти всякие, рекламы, Ага. ну, косметика. Вообще она очень отличается от европейской культуры и от канадской. Ну, совершенно такая разная. Более скромная, она более скованная, более такая, она, ну, не такая раскрытая, как, не знаю, в Канаде. В Канаде люди более такие раскрытые, они такие приветливые, такие френдли. В Корее они тоже улыбаются, тоже они очень френдли, но, допустим, на свою территорию они не так уж и как бы могут тебя впустить. И, допустим, Окей. ты вот так вот дружишь с людьми, но ты, возможно, и не попадешь к ним так вот в квартиру, потому что они, в принципе, им это и не надо. Они Мгм. встретятся где-то в кафе, либо еще что-то, они будут отдыхать там. А в Канаде мы только прилетели, и мы так странно, что сразу же все приглашают домой. Домой, домой, там не готовят, угощают. Это очень интересно. Это канадцы или это наши? Ну, то есть. Это канадцы, Мгм. потому что мы вошли в такую вот... Мы верующие, и мы ходим в церковь, и Окей. мы попали в огромную канадскую вот именно культуру, Мгм. и мы были удивлены, что люди прям, они приглашают к себе в гости, там пообедать, поужинать, узнать о тебе, узнать о своей жизни. Это очень интересно. Классно. А, Тоже с Украины, сколько мы очень много встретили людей, тоже такие они приветливые, и тоже в основном мы собираемся по домам где-то, наверное, какие-то шашлыки в основном. Вы прям с Кореи уезжали в Канаду? Да, Почему было такое решение Канада? мы еще тогда, в Украине, я помню, мы в Киеве пытались попасть в Канаду, но его не взяли, и меня как бы, ну, так получилось, что у нас не получилось выехать, и вот он все-таки так решил, говорит, надо попробовать Канаду. И когда он прилетел, он немножко другого, наверное, ожидал, что М. немножко будет все по-другому. А что не понравилось? Да, тяжело было устроиться на работу. Ну, сама система, что ты, подаешь, резюме, и ты очень долго ждешь, и очень длительный отбор был. Потом климат. Для нас очень тяжелый климат. Что очень холодно, да? Да, но я бы хотела, чтобы было четко лето, зима, осень, весна. А так получается, что мы попали в такую природу, где 9 месяцев такой какой-то прохлады, холода и 3 месяца тепла. И то бывает летом мне надо одевать какую-то куртку, Да. потому что эти циклоны. Ну, а кроме погодных условий есть какие-то плюсы-минусы, которые ты можешь выделить в жизни в Канаде? Или вы как семья? Мне очень нравится здесь, вообще образ жизни семьи, то, что ты больше проводишь времени дома, допустим, чем в Корее. В Корее даже работодатели не хотят, чтобы ты немножко дольше работал, и они готовы тебе переплачивать. М. В Канаде же тебе никто не готов переплачивать. Они хотят, чтобы ты меньше, наоборот, работал по 7-8 часов, они тебя четко отправляют домой, никто не хочет за тебя переплачивать. Но ты, тем не менее, проводишь много времени с ребенком. И такая семейная, мне кажется, страна очень. Нравится отношение к национальностям разным. Я вот знаю, что точно мой ребенок, он может и депутатом стать, и врачом. Ну, кем он хочет, тем он может стать, потому что, в принципе, никто не будет ни за язык, ну, там, языковые какие-то дискриминации, ничего там не будет. В принципе, все это от него зависит. Так, я, насколько поняла, Канада это все-таки не последняя остановка. Ну, да, мы, наверное, будем пробовать за более теплые места. Нам немножко не подошел климат, но мы хотим попробовать в Америку, Мгм. поскольку я хочу, чтобы эта страна была теплая, но при том, что она была очень развитая, чтобы мой ребенок, он а,
учился, чтобы он там же мог бы и жить, и работать, и наслаждаться жизнью, чтобы он не искал лучшего места и ну, более по развитию, медицине, еще что-то, чтобы он уже как-то был с нами рядом. Чтобы и мы жили, и он, и я с внуками. То есть не было такого, чтобы мы как за 3-9 земель улетели, и ни внуков не увидели, никого. То есть ни детей, только так по видео. Хорошо, что придумали телефоны с камерой. Да, Мы выбрали штата, выбрали. это будет Калифорния. Круто, класс. Блин, звучит просто замечательно. Калифорния — это прям мечта. Ну да, сериалы, фильмы, Да, насмотрелись, да, мечтаем. класс. Как там будет, непонятно. Ну да, везде есть свои минусы и плюсы. И как думаешь, что это будет ваша последняя остановка или что-то еще? Я надеюсь, что да. Мне уже 33 года, и я бы, наверное, уже не хотела что-то искать лучшего. Я уже хотела бы как-то укорениться и уже там уже оставаться и больше не искать ничего. В принципе, мне кажется, что лучшего мы уже и не найдем. Да, ты думаешь, реально, ну, типа, для меня просто, у меня есть много знакомых, которые приезжали, например, из Америки в Канаду, и то Ага. есть, и говорили, что там не очень. Я, честно, лично не была, я не могу вообще ничего сказать. Я сама Мгм. очень хочу поехать и посмотреть, потому Да. что как ты можешь говорить, когда ты там не был, правда? Я говорю, исходя профессии моего мужа и Мгм. возможностей, которые перед ним раскрываются. М, Честно, на себя не надеюсь. Я ему так и говорю, я прям буду лучшей домохозяйкой в класс. мире. Я говорю, ну ты работай. Он согласен, так что А чем занимается твой попробовать. муж, если не секрет? Мой муж, он в IT-сфере, М, и я надеюсь, что искусственный интеллект не добьет пока эту IT-сферу на данный момент, и он еще сможет немножко поработать и, может быть, как-то интегрироваться уже и в искусственный интеллект. Но, в принципе, эта профессия даст нам возможность как раз-таки и жить в Америке, и зарабатывать, и ну да. как бы если бы, конечно, у нас не было какой-то профессии, допустим, как я бы одна, я бы, наверное, не рискнула, потому что мне ходить искать работу в магазинах, еще что-то, и надеяться, что я буду лучше жить, мне кажется, что не пойдет. У меня еще для тебя есть пару коротеньких вопросов, типа блиц-опрос. Маленький вопрос, Да. маленький ответ. Ага. Окей. Опиши Корею одним словом. Ам, я думаю, что Корея — это такая традиционная страна. Если вы прилетели в Корею, вы готовы не только видеть эти традиции, но и быть частью этих традиций. Они вас прям интегрируют в эту традицию. Круто, интересно. Где твоя родина? Ам, я даже не знаю. Вообще я родилась в Узбекистане, но, наверное, моя жизнь вот с 13 лет по 23 года прошла в Украине, и я ее больше всего помню, потому Мгм. что я и культуру оттуда взяла, и я и воспитывалась, и менталитет он у меня очень похож стал. Я думаю, что да, сейчас на данный момент это Украина, я думаю. Окей, хорошо. Два плюса и два минуса Канады. Погода для меня самый минус. И, и очень большие расстояния. Наверное, для меня, как я не вожу машину, и как бы мне очень сложно добираться, например, на автобусах на очень далекие расстояния, это очень тяжело. Да. И плюсы — это, сама страна, потому что мне очень нравится природа. Настолько красивая природа я никогда нигде не видела, ни в Корее, ни в Украине. Ну, возможно, я в таких местах не была, но прям вот так вот у нас под домом прям находится такая вот Банф. Это такое Да. невероятно красивое место. И второе — это, наверное, социальная помощь. Детские. Мы получаем детские. Это такой большой плюс, который страна, ну, нигде нам не предлагает такие хорошие детские до 18 лет. Да, это правда. Окей, хорошо. Продолжи фразу. Иммиграция — это? Иммиграция — это погружение в культуру той страны, в которой ты живешь. Если, например, ты путешествуешь, и ты там можешь пробыть месяц даже, ты никогда не поймешь, каково тут жить и плюсы и минусы оценить. А если ты проживешь 2, 3, 4, 5 лет, ты уже прям понимаешь. Ну, для тебя это сложно или все-таки нет? Мне нравится Да. иммиграция. Я очень люблю, особенно я люблю потом возвращаться в эти страны. И очень много минусов, очень много каких-то положительных моментов, но в каждой стране, в которой я была, я оставляю только хорошие моменты, и я прям наслаждаюсь и пересматриваю постоянно эти видео, и веду свою инстаграм-страницу, и я прям вижу, что вот я там была, и мне нравится, и я люблю вообще страны, в которых я уже была и жила. Класс, супер, это очень Да. интересно. Ну, и такой вопрос еще один, и последний. Жалеешь ли ты, что уехала из Узбекистана? И хотела ли бы ты когда-нибудь вернуться и жить там? Я не жалею. И, наверное, жить я уже не вернусь, потому что, если все знают, что Узбекистан, он по уровню развития, он, находится не на таком высоком, как Канада, либо Америка, либо Корея. Мгм. И
Поэтому я бы, наверное, не рассматривала жизнь в Узбекистане, хотя мне очень нравится, я бы путешествовала бы, но все-таки я выбрала бы жизнь где-то в этих странах. Мгм. Ясно. Ну, это, в принципе, вполне себе логично. Я думаю, что каждый из нас стремится к лучшей жизни, к более интересной жизни, более высокооплачиваемой жизни. Это совершенно Да. нормально эмигрировать, переезжать, находить нового себя, находить новых друзей, находить новые возможности. Поэтому, вот, собственно говоря, наверное, и мы можем вам пожелать сделать то же самое. М. Ну, и оставаться на месте тоже в целом неплохо, да, если вам все нравится и все хорошо. Спасибо большое тебе за этот подкаст. Я была очень рада с тобой пообщаться. Очень Мгм. интересна твоя история. И вообще я в М. восторге от того, сколько стран ты изменила. Это класс. Спасибо большое, что пригласила. Надеюсь, что зрителям будет интересно услышать и увидеть историю мою. И, может быть, для кого-то это будет каким-то таким толчком увидеть мир и не сидеть в своей стране. Все-таки, когда ты сидишь в одной стране, ты смотришь через призму своих политиков, через призму своих соседей, друзей. А когда ты путешествуешь, ты раскрываешься, и ты совсем по-другому живешь. Оставляйте свои комментарии, они нам просто очень важны. Будем читать, смотреть, что вы там пишете. И обязательно оставляйте лайки и подписывайтесь на канал в поддержку этого канала. И до скорых встреч. Пока.